Дорогие друзья, приглашаю вас присоединиться к выполнению моего авторского проекта с бусинами и бисером. Крючок 1,4, пряжа 100% мерсеризованный хлопок 169 метров в 50 граммах. Бисер неровный, крупный. Более подробная информация о материалах под видео. Присоединяйтесь, вяжется очень просто, смотрится ярко, солнечно, великолепно. Начинаем выполнение нашего проекта с одной воздушной петли, которую я затягиваю в узелочек. Она у меня будет не рабочая, эта петля. И далее я выполняю одну воздушную петлю и рабочую петлю вытягиваю вот таким образом. Далее на крючок я одеваю бусинку, вот я ее заранее подготовила. Ввожу крючок петлю и протягиваю рабочую петлю. Далее я выполняю воздушную петлю с бусинкой вот таким образом. Далее я выполняю 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Ввожу крючок в первую воздушную петлю, которая у меня идет вот от бусинки, да. Смотрите, захватываю 2 нити, чтобы моя петля не вытягивалась, и выполняю соединительную. Вот таким образом. Мы продолжаем с вами нашу работу. Я разворачиваю. И теперь смотрите, я буду выполнять столбик без накида, при этом буду захватывать и арку, и нить. Вот таким образом. Видите? И выполняю столбик без накида. Хорошо подтягиваю аккуратненько и выполнили. Далее 2 воздушные петли подъема и 1 воздушная петля арки. Далее накид на крючок и опять же под арку и нить буду выполнять столбик с накидом и воздушную. Всего таких столбиков я должна выполнить 6. Первый готов, и далее я выполняю второй столбик и воздушная, третий и воздушная, четвертый и воздушная, пятый и воздушная, и последний 6. Воздушную не выполняем. Останавливаемся, смотрим, что у нас получилось, аккуратненько вот так поправляем. И первый ряд нашего сегмента готов. Это столбики с накидом. Мы продолжаем нашу работу. И теперь очень внимательно. Я выполняю 3 воздушные петли подъема и 2 петли арки. И работу разворачиваю. И буду выполнять столбики с 2 накидами выпуклые. Пропускаю этот столбик и вокруг этого ввожу крючок вот таким образом и выполняю столбик с 2 накидами. Берите поудобнее и провязывайте. Столбик с 2 накидами выпуклый готов. Далее 2 воздушные, 2 накида на крючок, и над следующим столбиком опять же выпуклый столбик с 2 накидами. 2 воздушные, 2 накида на крючок и выпуклый столбик с 2 накидами. Мы находимся на изнаночной стороне нашей работы, обращаю ваше внимание. 2 воздушные, 2 накида и столбик с 2 накидами выпуклый. 2 воздушные, столбик с 2 накидами.
выпуклый или лицевой. Выполнили. И далее очень внимательно я завершаю выполнение нашего ряда. 2 воздушные, накид на крючок. Смотрите, я пропускаю воздушную петлю, и вот моя воздушная петля вторая. Вот хорошо видно, да, первая и вторая петля подъема. Я ввожу в нее крючок и провязываю столбик с накидом. И напоминаю, мы находимся на изнаночной стороне нашей работы. Далее мы с вами продолжим выполнять уже по лицевой стороне. И напоминаю, мы с вами находимся на изнаночной стороне нашей работы. Продолжаем. Я выполняю 1 воздушную петлю и работу разворачиваю на лицевую сторону. Видите? Далее я вершинку столбика выполняю столбик без накида. Далее я буду выполнять арочку из 4 воздушных петель для навязки. Я выполняю 1, 2, 3, 4. И теперь смотрите очень внимательно. Вот мой следующий столбик. И вот вершинка, над которой я выполняла этот столбик. Да, вот вершинка предыдущего ряда. Я ввожу крючок в эту вершинку. Вот таким образом. И выполняю столбик без накида. При этом закрепляю мою арочку для навязки. Работу разворачиваю и буду выполнять навязку в виде полустолбиков. Подтягиваю бисеринки, которые я нанизала перед работой на рабочую нить. И теперь смотрите. Я выполняю накид на крючок вместе с бисеринкой. Вот таким образом. Видите, накид за бисеринкой выполняю. Ввожу крючок под арку, провязываю, выполняю полустолбик. Всего я таких полустолбиков должна выполнить 4. Видите, у меня полустолбик, а сама бисериночка вот с этой стороны. И давайте второй полустолбик. Третий и 4. Все точно так же, как выполняли ранее. Видите, вот с бисером наши полустолбики. Далее я работу разворачиваю, пропускаю арочку из воздушных петель, ввожу крючок в вершинку следующего столбика, выполняю столбик без накида и при этом закрепляю нашу навязочку. И вот такая красота у нас с вами получается. Мы продолжаем выполнение наших навязочек. Я выполняю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И опять же ввожу крючок. Вот мой следующий столбик. Вот вершинка в предыдущем ряду. Да? Вот таким образом. И выполняю столбик без накида. То есть у нас навязочки как бы со смещением идут, под наклоном. Далее я ввожу крючок, разворачиваю работу, ввожу крючок под нашу арку, при этом буду выполнять полустолбики с бисером. Накид, ввожу крючок под арочку, первый полустолбик. И далее выполняем второй. Третий и 4. Выполнили. Работу разворачиваем, пока нам бисеринка не нужна. Пропускаем воздушную вершинку столбика, ввожу крючок и закрепляю мою навязочку столбиком без накида. Вот такие навязки получаются. Смотрите,
всего у нас с вами, вот я покажу уже готовую работу, всего у нас с вами должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6 навязок. Мы с вами выполнили 2. 3 вы будете выполнять самостоятельно, и последнюю навязочку я выполню вместе с вами. Ну, то есть завершу выполнение нашего ряда я вместе с вами. Мы с вами продолжаем выполнение наших навязок. Как и договорились, мы выполнили 5, и 6-ю, последнюю, я выполняю вместе с вами. Что мы с вами делаем? Мы точно так же выполняем 1, 2, 3, 4 воздушные. Далее я ввожу крючок в вершинку. Вот мой первый столбик. Видите, вот таким образом ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее работу разворачиваю. Тут все точно так же, за бисеринкой захватываю нить и под арочку провязываю полустолбики с бисером. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее очень внимательно я ввожу крючок, вот смотрите, от моей вершинки первая воздушная, вторая, и в 3-ю петлю я ввожу крючок, она получается у меня и 3-я снизу, и 3-я от вершинки, и выполняю столбик без накида, то есть закрепляю мою навязку. Мой первый сегмент готов. Вот такая красота у меня получается. Видите, нежно, красиво и очень объемно. И далее мы с вами посмотрим, как выполняется второй сегмент и как он, главное, крепится к... то есть все последующие сегменты будут уже крепиться одинаково. Вот, то есть вот этот момент закрепления посмотрим с вами. Видите, да, на нашей готовой работе. Мы продолжаем с вами работу и начинаем выполнение следующего сегмента. Все последующие сегменты выполняются также. Я выполняю воздушную, вытягиваю петлю. То есть здесь ничего нового, все точно так же, как мы выполняли в нашем первом сегментике. Одеваю бусинку, захватываю петлю и провязываю. Выполняю петлю с бусинкой. Далее 1, 2, 3, 4. Работу разворачиваю. Ввожу крючок в воздушную петлю. Напоминаю, при этом я захватываю 2 нити, чтобы моя петля не вытягивалась. Выполняю соединительную. Далее работу разворачиваю и под арку и нить я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Провязали. Далее 2 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля арки, накид, и провязываю столбики с накидом и воздушной. И считаем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Не забываем выполнять воздушные. То есть все точно так же, как мы выполняли в нашем первом сегменте. Далее 3 петли подъема, 1, 2, 3, 2 петли арки. Работу разворачиваем и выполняем выпуклые столбики с 2 накидами.
между ними 2 воздушные. Так я выполняю до конца моего ряда. Завершу выполнение ряда вместе с вами и уже посмотрим, как мы выполним присоединение. Мы завершаем выполнение нашего ряда. Напоминаю, 2 воздушные, накид на крючок, и очень внимательно я ввожу крючок во вторую воздушную петлю подъема. Вот вторая петелечка снизу, или получается вторая петля от вашей вершинки. И провязываю столбик с накидом. Выполнили. И теперь я вытягиваю петлю. Смотрите, работу разворачиваю. Обязательно проверьте, чтобы ваш сегментик не перекрутился. Далее беру предыдущий сегмент. В моем случае это первый, но у вас может быть любой. Главное предыдущий. Между второй и третьей навязкой, видите, раз, два, вот третья навязочка, вот вторая. Я ввожу крючок, и вот мой столбик без накида, которым я крепила навязку. Захватываю петлю и протягиваю. Вот таким образом, просто. Все. И далее я просто продолжаю работу, как мы с вами делали. Я ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю столбик без накида. Видите? И начинаю выполнение навязки. Раз, два, три, четыре. Далее мой следующий столбик, вот вершинка. Я закрепляю столбиком без накида и выполняю навязочку. Работу разворачиваем, точнее полустолбики, да, на нашей навязочке. Подтягиваю бисеринки. Давайте я быстро повторю. Здесь все точно так же, как мы выполняли с вами ранее. И выполняю первый полустолбик, второй, третий и четвертый. Выполнили. Далее работу разворачиваем. Ищу вершинку, ввожу крючок, столбик без накида и закрепила. Далее опять раз, два, три, четыре и опять выполняю следующую навязку. Вот мы с вами закрепили, видите, наш сегмент к предыдущему. Так мы с вами будем выполнять нашу тесьму, ленту. Вот такое, вот, ну, скажем так, такую основу для, может, украшения вы захотите сделать на необходимую нам длину. Мы с вами выполнили нашу ленту, тесьму, вот такую красоту, яркую, солнечную, на необходимую нам длину. И я завершаю выполнение. После того, как я выполнила столбик без накида в сегменте, я выполняю воздушную петлю и ниточку обрезаю. Хорошо подтягиваю. Если вы будете куда-то подшивать или пришивать застежечку, то ниточку можете оставить подлиннее, решать вам. И давайте посмотрим. Вот такая красота у нас с вами получилась. Нежнейшая, объемная, потрясающая. Ну, скажем так, лента, тесьма или украшение, да? Это изнаночка, а это наша с вами лицевая сторона. И скажу еще два слова, что вы можете использовать как ленту, тесьму, так и можете использовать буквально один сегмент тесьмы. Использовать для создания украшения, для, ну, допустим, подвесочки, да, для сережки. Ну, все зависит от вашей фантазии. Можно просто использовать как отдельный сегмент в ирландском кружеве и продолжить выполнить дальше цветок или бутон, ну или просто для декора.
не перестаю говорить, что вязание — это процесс творческий, все зависит от вашего желания и фантазии. И два слова еще скажу. Не забывайте в комментариях писать, где вы использовали этот проект, что вы украсили или сделали украшение. Да, то есть вот я покажу. Можно украшение на ручку, великолепный браслет, также украшение на шею. Можно декорировать буквально любое изделие. Вяжется проект очень-очень просто, смотрится потрясающе, ярко, ну скажем так, солнечно, да, необычно. 3D формат. Моя авторская разработочка. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Не забывайте ставить лайки, это помогает распространению видео в YouTube. До новых встреч и творческих вам успехов. Кстати, можно, да, вот так носить, а можно, как я уже показывала, вот так. Также декорировать можно.